Миссис Джонсон быстро заметила странную перемену в своей спутнице. Дейзи. Ее охватило некоторое волнение и неловкость, что было необычным для ее обычно спокойного поведения. Хотя миссис Джонсон и раньше замечала подобные признаки и ожидала появления котят, это показалось странным, учитывая, что у Дейзи не было никаких признаков беременности. Когда дискомфорт Дейзи усилился, стало ясно, что ее состояние действительно связано с предстоящими родами. Появление маленького недоношенного котенка повергло всех в благоговейный трепет. Однако сюрприз оказался совсем не таким, какого обычно ожидают. После последнего усилия на свет появились голова и передние лапки котенка. Вскоре после этого появилось полное крошечное тело. И Дейзи с любовью вылизала своего отпрыска, выглядя удовлетворенной после тягостного испытания. Однако вокруг царила абсолютная тишина. Все смотрели на котенка с явным недоверием. Такого исхода никто не ожидал. У доктора Томпсона, ветеринара, которому доверяла семья, было суровое выражение лица. Как ни странно, он пока ничего не сообщал клану Джонсонов. Он просто методично собирал свои инструменты. Доктор Томпсон осторожно спросила миссис Джонсон: «У вас есть для этого причина?» В ответ он издал лишь приглушенный звук. «Что происходит?» — начал он наконец. «С сожалением сообщаю вам, что это не совсем котенок», — произнес он тихо. Миссис Джонсон была ошеломлена. «Не котенок?» — подумала она. «Что же это может быть? Почему ветеринар ведет себя так странно? И как вообще получилось, что Дейзи забеременела?» В причудливой деревушке, затерянной в зеленой сельской местности, находилась уютная ферма, принадлежащая семье Джонсон. На протяжении многих поколений род Джонсонов занимался животноводством. И их глубокая привязанность и преданность своему зверинцу, особенно любимой кошке Дейзи, прославлялись по округе. Дейзи — грациозная кошка с мягким нравом, любима всеми в деревне. Дейзи никогда не была скотной, поскольку Джонсоны содержали ее исключительно как компаньонку. Поэтому солнечным весенним утром они вдруг обнаружили, что Дейзи ведет себя странно. Она беспокойно ходила по дому, мяукала тихо и била лапкой о пол, все словно предвещало роды. Миссис Джонсон, опытная владельца кошек, уже видела такие признаки и заподозрила, что Дейзи, возможно, рожает, что, учитывая отсутствие явных признаков беременности, было совершенно неожиданно. Родственники Джонсонов удочерили Дейзи несколько лет назад от знакомых, которые больше не могли заботиться о ней. Предыдущие опекуны не могли удержать кошку, но позаботились, чтобы она попала к надежной семье. Как только Джонсоны увидели Дейзи, они поняли, что у них есть дом и любовь для нее. Она отличалась от других животных. Они знали о ее непростом прошлом. Раньше она выступала в небольшом цирке, затем жила на ферме, но после травмы перестала участвовать в представлениях. Общительное поведение Дейзи делало ее любимицей публики, но Джонсоны жалели ее и хотели обеспечить ей тихую жизнь. В отличие от других питомцев, распорядок дня Дейзи был свободным. Она не помогала с животноводческими работами, а получала отдых и ласку. Однако они не подозревали, что кто-то вмешается в ее спокойную жизнь. Вскоре после этого они обратились к местному ветеринару, доктору Томпсону, который приехал при первой возможности. Он знался на кошках, и Джонсоны доверяли ему на протяжении лет. Перед тем, как войти к Дейзи, мистер Джонсон поприветствовал его и провел к ее спальне. Когда доктор Томпсон подошел, он быстро оценил ее состояние. Живот был напряжен, дыхание учащенным, и понял, что роды начались. Миссис Джонсон была в смятении. В доме не было ни одного кота. Как она могла забеременеть? Однако вскоре она поняла, что загадка была важной, но сейчас главное — помочь Дейзи. Она была почти готова рожать и нуждалась в заботливом уходе. Врач привез свои инструменты и приготовился ко всему, но сперва нужно было ждать. По словам доктора Томпсона, роды у кошки могли растянуться на много часов, и они должны были просто быть рядом. Но миссис Джонсон не могла сидеть сложа руки. Ей ужасно хотелось выяснить, кто же отец котенка. Иногда она думала, что это фантазия, но опасения терзали ее. В один момент она вспомнила, что на ферме были установлены камеры безопасности после одной кражи. Она бросилась к монитору и начала просматривать записи в те дни, когда могла произойти вязка. Сначала в записи все вроде было спокойно. Но затем на одной из видеозаписей она увидела, как таинственная фигура женщины открывала заднюю дверь дома и позволяла коту проникнуть внутрь.
На кадрах медленно шел кот, он выглядел уверенным и знакомым. Женщина закрыла за собой дверь. Это было ночное время. Никто не ожидал, что что-то произойдет. Когда миссис Джонсон и ее супруг рассмотрели изображение, они узнали кота. Кларка, питомца соседа Филиппа. Кларк был породистым котом, редкой линии, и Джонсоны знали о его породе, но никогда не думали, что он может оказаться здесь ночью. К рассвету миссис Джонсон направилась к дому Филиппа и зашла без звонка. В коридоре стоял Филипп, а за ним появилась Тилли, его дочь. Она посмотрела на экран ноутбука, где показывали запись с проникновением Кларка. Филипп пытался оправдаться, говоря, что не знал о происходящем. Тилли молчала. За мгновение она вздохнула и призналась. «Да, это я. Я впустила Кларка к Дейзи». Миссис Джонсон с расстройством спросила. «Зачем?» Тилли опустила глаза. «У нас были финансовые трудности. Я узнала, что Кларк из редкой линии. В надежде на продажу котенка я сделала это». Звучало цинично, но в ее голосе слышался страх. Посреди спора зазвонил телефон. Это был доктор Томпсон. Роды у Дейзи обострились. Миссис Джонсон с Филиппом бросились обратно к дому. Когда они вошли, Дейзи тяжело дышала, живот сокращался, но котенка все еще не было видно. Томпсон сказал, она теряет много крови. Мы должны действовать немедленно. Он осторожно ввел руку в родовые пути и начал помогать, осторожно тянуть за лапки котенка, пытаясь удержать его тело в оптимальном положении. Роды осложнялись, котенок повернулся неправильно, нужно было скорректировать его положение, чтобы не навредить матери. Работа была напряженной. По хэру, по капле они вытягивали малыша наружу. Когда тело котенка наконец появилось целиком, он упал на мягкую ткань, и все затаили дыхание. Они пытались реанимировать его, погреть, дать кислород и питательную жидкость. Минуты тянулись как часы. Миссис Джонсон прижала руку к груди, молилась про себя. Что-то внутри шевельнулось. Котенок подал слабый писк. Все вздохнули с облегчением. Дейзи осторожно подлезла и начала вылизывать малыша. Он был крошечный, почти без шерсти, с зажатыми глазками. Но он жил. Когда доктор Томпсон взглянул на миссис Джонсон, он сказал, «Он необычен. Генетика показывает мутацию». Она кивнула, медленно осознавая, что родилась не простая кошка, а существо с редким генотипом. Филипп и Тилли стояли рядом, тяжело вздохнув. Филипп сказал, «Я не оправдываю поступок дочери, но готов помочь ухаживать». Миссис Джонсон посмотрела на Тилли. «Ты навсегда уходишь с моей земли?» «Нет. Но ты будешь работать, чтобы искупить. Ты будешь ухаживать за котенком и помогать с Дейзи». Тилли дрожащим голосом согласилась. Она подошла ближе к котятке и тихо прошептала «Прости». С тех пор начался новый этап жизни на ферме. Котенка назвали Дороти, Дар. Ее здоровьем занимались круглосуточно. Малышу давали теплую питательную смесь, контролировали температуру, стимулировали дыхание. Чем дольше она жила, тем крепче становилась. Она начала расти, шерсть понемногу появлялась, движения становились увереннее. Но вопросы о том, кто она и какой путь ее ждет, не утихали. Дейзи, истощенная после родов, все еще требовала заботы. Она чуть не сбросила все ради малыша, постоянно лежала рядом, согревая его. Тилли, работая бок о бок с миссис Джонсон, постепенно завоевывала доверие. Она мыла клетки, кормила животных, училась ухаживать. Она даже просила читать ей о генетике, о мутациях, чтобы понимать, что может быть с Дороти. Джонсон вы решили не продавать маленькую кошку, несмотря на ее редкость. Они знали, с животным нельзя обращаться как с товаром. Она стала символом надежды и второй шанс для Дейзи. Филипп помог установить камеры, усилить безопасность. Никто больше не мог проникнуть на территорию без ведома семьи. Прошли месяцы. Дороти выросла, стала пушистой, активной кошечкой. Она охотно гуляла по дому, бралась играть с мягкими игрушками, шалить, царапать коготки. Но ее линия ДНК оставалась предметом интереса среди специалистов. Ученые приезжали, брали образцы, чтобы изучить ее. Она больше не была просто питомцем. Она была уникальной. Она жила в доме, окруженная любовью, но и под лабораторным наблюдением. Иногда мама Дейзи и Дороти спали бок о бок, словно хранительница и новичок. Когда Дейзи состарилась и тихо ушла, ее похоронили под старым деревом.
поставив табличку с ее именем. А Дороти осталась на ферме как символ того, что даже из самых трудных обстоятельств может родиться чудо. Она прожила долгую жизнь, дав людям не просто редкую кошку, но историю, которую рассказывали в округе. О доверии, о предательстве, о искуплении и безграничной любви.